Здравствуйте, с вами Анастасия на канале Еда на любой вкус. Пирожки, которые по традиции мы привыкли готовить весной, когда появляется зеленый лук, сделаем сегодня, хотя их пекут уже и круглый год. Покажу вам еще один рецепт мягкого теста, которое отлично ведет себя несколько дней, не черствеет, остается вкусным, подходит для любой начинки. В общем, как всегда, делюсь своим опытом с вами. Не забудьте подписаться, нажав на колокольчик. Выберите все уведомления, чтобы не пропускать новые видео. Давайте начнем. По рецепту можно использовать любые дрожжи. В моем случае 20 граммов сырых. Сухих понадобится в 3 раза меньше, то есть 7 грамм. Добавляем к дрожжам сахар, и при размешивании дрожжи свежие начнут таять, станут жидкие. Сухие останутся пока без изменения, там сразу добавляем 120 граммов муки, это около 6 столовых ложек с горкой. Размешивая тщательно, заливаем теплым молоком в количестве 300 мл. Оставляем так называемую опару на 15-20 минут. За это время мы проверим не только свежесть дрожжей, но и активируем сами дрожжи. Если такое не произошло, следует сменить дрожжи. Напишите, какие дрожжи, какой марки вы используете. Оставшуюся муку, 310 грамм, смешиваем с манной крупой в количестве 100 грамм и солью 5 грамм. Сколько точно уйдет муки в тесто, скажу чуть позже, так как здесь все зависит от самой манки. Опару перемешали. Подсыпаем сухие ингредиенты. Как только тесто становится гуще, можно добавлять 30 граммов слегка растопленного сливочного масла. И дальше, чтобы лучше чувствовать тесто, подмешиваем муку с манкой и солью уже руками на рабочей поверхности. В итоге мука у меня полностью с манкой ушла. Но если у вас останется чуть-чуть, ничего страшного. Лучше не доложить, чем переборщить. Вмешиваем в конце 30 мл растительного масла. И, кстати, посмотрите, тесто на ощупь крупинчатое. Пока что манка себя выдает. Но позже все изменится. Манная крупа как раз способствует сохранности выпечки несколько дней без потери мягкости. И при выпечке крупа поглощает лишнюю влагу. Изделия из такого теста получаются более воздушными. Слегка смазываем остатками масла, кладем в миску, оставляем в теплом месте на 60-80 минут. Для начинки понадобится 40 граммов сливочного масла. Растопить. Добавить в него нарезанный зеленый лук в количестве 200 грамм. И сразу же выключаем плиту. Перемешаем. Лук немного уменьшится. И жарить его не нужно. Добавляем горячий лук в мелко нарубленные яйца. Также добавим зеленый укроп, пару веточек для вкуса. Посолим, поперчим. Тщательно размешаем, и начинка готова. Сочно, быстро и вкусно. За 1 час тесто поднялось хорошо. Оно совсем не липкое, поэтому даже при разделке не понадобится мука или растительное масло. Обминаем его так и делим сразу на 12 равных частей, примерно по 70 грамм. Каждый кусочек округляем для удобства раскатывания и накрываем снова заготовки на 5-7 минут. Лепить пирожки необходимо начинать с первого кусочка.
Раскатываем до толщины 3-4 мм. В центр кладем 1,5 столовых ложки начинки. Собираем тесто и лепим пирожок. Пирожки необходимо класть на противень швом вниз. Если шов будет находиться сверху, то пирожок просто раскроется, какое бы хорошее тесто не было. А когда шов снизу, пирожок поднимается вверх, а сверху, конечно, нет возможности ему раскрыться. Раскладывать пирожки нужно на расстоянии друг от друга. Оставить на 15 минут, чтобы они еще увеличились перед выпечкой. За это время как раз разогреваем духовку. Перед выпечкой смазываем пирожки смесью из желтка с чайной ложкой сметаны или молока. Если смесь остается, можно пройтись дважды. Выпекаем пирожки при температуре 170 градусов, низ и конвекция. Это режим для электрической духовки. Если у вас газовая духовка, то температура должна быть 200 градусов, так как нагрев только снизу. Время выпечки около 20-25 минут до румяного цвета, желательно со всех сторон. Ровно 25 минут выпекались пирожки. Они получились очень румяные, пышные, ароматные. Сразу после выпечки обманчиво кажется, что выпечка плотная. Но буквально через пару минут, вынув пирожки из духовки, тесто становится очень мягким. Конечно, дадим им немного остыть, лучше всего на решетке. И давайте скорее уже попробуем. Манка, конечно, дает такую хрустящую, слегка плотную корочку сверху, а внутри пирожки абсолютно мягкие. Воздушные. Однозначно такое тесто пролежит несколько дней без потери своей мягкости. Вкусно даже после остывания. Советую приготовить. Жду ваши комментарии, делитесь видео с друзьями, ставьте нравится. Это все лучшая благодарность от вас. Удачной вам выпечки, пока!